Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу, как резать керамогранит и кафельную плитку без сколов. Кто хоть раз занимался укладкой керамогранита на стены или на пол, меня поймет, потому что резать его без сколов очень проблематично. У меня есть керамогранит размерами 150 на 600 мм, толщиной 8,5 мм. Он применяется для внутренней и наружной отделки и глазурированный. И вот эта глазурь на керамограните постоянно лопается, чем бы вы его ни резали. Причем эти выбоины как с одной, так и с другой стороны кафеля. Для его резки я использовал круг для кафеля и электрический плиткорез с водяным охлаждением. Сейчас я для образца попробую разрезать этот керамогранит на электроплиткорезе и сравним, что же лучше. Для сравнения я попробую воспользоваться таким же отрезным кругом для керамогранита фирмы Днепро диаметром 180 мм и толщиной 1,6 мм. Внутренние диаметры у них стандартные 22,2 мм. Для начала я попробую отрезать керамогранит с помощью металлического круга с алмазным напылением для кафеля. Как видите, круг острый, но оставляет вот такие сколы эмали. Это очень проблематично. В таких случаях при появлении сколов некоторые мастера советуют применять обычный напильник по металлу или же абразив для заточки ножей. Я попробую выровнять эти сколы и посмотрим, получится ли это. Для начала я возьму напильник и попробую их сравнять. Как видите, не так заметны сколы, но осталась вот такая белая полоса, не покрытая глазурью. Это уже не будет красиво. Еще можно попробовать отрезать керамогранит с помощью обычного механического плиткореза. Попробуем им. Как видите, керамогранит лопнул рядом, возле предполагаемого среза. Поэтому резать керамогранит с помощью механического плиткореза тоже проблематично. Конечно, можно еще попробовать использовать углошлифовальную машину с кругом по камню или по кафелю. Это сухой рез, ну посмотрим, как же он себя будет вести. Как видите, на керамограните тоже появляются сколы, к тому же он лопается где попало. Это нам не подходит. И напоследок я попробую поставить этот фирменный диск. Конечно, стоит он недешево, около 600 гривен, но заметно облегчит жизнь. Посмотрим, как он работает. Как видите, круг стоял отрезной по плитке с алмазным покрытием. Здесь режущая часть у него обычная, не широкая. Этот круг имеет интересный рисунок режущей кромки. Режущая кромка здесь сегментированная по всей площади примерно на ширине 1 см. Устанавливать его необходимо по этой стрелочке, а также стрелочка нарисована по всему диаметру круга. И попробую отрезать часть керамогранита по всей длине с помощью его. Посмотрим на срез. Как видите, срез почти незаметный. Справа это срез, полученный обычным кругом по кафелю. Слева это срез этим кругом. Скол плитки почти незаметный, есть небольшие дефекты, их легко подправить с помощью того же напильника или абразива, но не так критично, как с правым срезом. А теперь на электростанке этим кругом я сделаю запил торца керамогранита под углом 45 градусов.
Как видите, запил получился отличный. Сколов, краешков нет. И идеально ровная получается поверхность запила. Ну и напоследок, для сравнения, я проверю этот круг, как он режет обычный керамический кафель с глазурированным покрытием. Как видите, срез на кафеле получается почти идеальный. Сколов в глазури нет. Срез получается почти как на механическом плиткорезе. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как сделать срез на керамограните и кафеле без сколов, чтобы он был идеальным. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!